Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую, близнецы! Сегодня у нас прогноз на ноябрь месяц. И глядя на те божественные энергии, я тоже преисполняюсь и начинаю, в общем-то, искриться, фонтанировать. С чем вы заходите в ноябрь месяц? Колесо судьбы и шут. То есть это начало. Это начало. Это новый путь. Колесо перевернулось и в новое, в новую жизнь, в новый мир. Это новое для вас время, которое вы способны, можете выстроить сами. Или ту, которую вы уже себе наметили и выстроили. Что они показывают на ноябрь месяц? Шестерка чаш и влюбленные. То есть здесь обретение утраченного баланса, обретение утраченного равновесия. И этот баланс и равновесие, оно тотальное. То есть главным образом, главная тема, да, это у нас баланс. В первую очередь в каждом. Это мужского, женского. Это первое-наперво. По шестерке чаш это говорит об утраченном. То есть ты являешься сбалансированным, целостным созданием сам по себе. Ты сюда такой пришел. Ты пришел не поломанный и не потресканный. Пора возвращаться к этому состоянию. И тебе для этого, пожалуйста, все дают. Будешь ты этим пользоваться, возьмешь ты это уже зависит от тебя, как ты это воспримешь. Но это невероятные дары, это невероятные энергии. Я не знаю, как каждый из вас будет чувствовать себя в ноябре, но вот это наполнение, вот этот вот энергетический поток мощный, фонтаном я его по-другому не могу назвать, это просто волшебство. Задача это научиться принимать, чувствовать, пропускать через себя, потому что это просто божественное, великолепное состояние, ощущение. В общем, вашу жизнь к тем, кто делал на это запрос, к тем, кто над собой работал, вам открывают, в общем-то, все возможности, все пути дороги в вашей жизни. Либо уже появился человек, который должен воспламенить ваше, сердце для начала перехода, для начала вот этого уравновешивания, для начала нового пути для вас. Но прежде чем этот новый путь начнется, этот новый путь начинается с перестройки внутренней. В вашей жизни появляется человек. И об этом говорит нам императрица и туз пентаклей. Это большая-большая ценность. Эту ценность мне нечем сравнить, насколько это ценно. Плюс к этому императрица здесь говорит о том, что опять-таки в вашу жизнь полноценно встраивается вот эта вот истинная женская энергия и в мужчин, и в женщин. И она начинает распаковываться. То есть здесь происходит волшебный вот этот вот процесс проявления, воспламенения, совместного взаимодействия и
обмена недостающими деталями. И вот это состояние как бы уравновешенности. Но я напомню, что это старшие арканы, это мощные энергии. Они настолько прекрасны, они мощные. Каждый их будет воспринимать и принимать, и работа будет у каждого идти, и соответствующие события будут выстраиваться в том темпе, в том режиме, насколько каждый из вас способен принимать, пропускать и, в общем-то, быть в этом потоке, насколько каждый из вас способен это делать. То есть у каждого будет свой темп. Но то, что это ценность, это определенно, без сомнений, это ценность. И здесь выходят одни старшие арканы. Вообще я хочу сказать, что с ноября месяца начинается новый этап вообще в целом для всех. Вообще в целом для всего, не только человечества, для планеты, для Солнечной системы, вообще для всего. И вот эта мощь, она усиливается. Здесь тот, кто не будет идти в этом потоке, его просто снесет вниз. Все. Дальше здесь нам показывают Иерофант и Луна. Я попросила у лунной колоды немножко уточнения. Здесь, в общем-то, работа однозначно с выметанием того говна, которое у вас, у каждого осело именно в сердечном центре. То есть это обиды, это предрассудки, это то, что касается взаимоотношений. И главным образом между полами, то есть мужчина-женщина. Что каждый из вас, какое там несет, в общем-то, в себе. И здесь вы должны раскопать истину. По Луне это глубина, это то, что скрыто в тебе, в каждом из вас, глубоко. И здесь вот этот вот как бы раскрытие, не поиск, а раскрытие истины. Ничего искать не надо, все в тебе. Делай запросы. Вот здесь вот они уточняют, что хватит приносить себя в жертву. Хватит тащить на себе ответственность, которая тебе не принадлежит. Которая тебе не принадлежит. Ты должен это осознать. И как бы кто бы, что бы там ни настаивал на чем-то, что ты там должен, ты обязан, вам рекомендуют это пересмотреть. Не то, что здесь рекомендация, здесь как бы хочешь пересматривай, хочешь не пересматривай, дело твое. Но если ты это не пересмотришь, ты, в общем-то, на том же самом уровне и останешься. Вот этого ишака, который там весь колхоз тащит. Дело как бы твое. О чем говорит нам дополняющая линия? Линия дополняющая говорит о том, что любовь расцветает. И, похоже, я больше ни о чем другом говорить не буду. И это меня очень радует. Мне нравятся эти энергии, мне нравится в них пребывать. В общем, здесь у кого-то будет встреча. Это будет шумная компания у кого-то. У кого-то это будет просто какое-то мероприятие, там, где много людей, да. Неожиданная, приятная встреча. Причем я хочу сказать, что здесь я не вижу каких-то людей из прошлого. Если там кто-то думает, что это какое-то прошлое, нет. И вы понимаете, что здесь настолько все интенсивно идет, я сама поражена, это настолько интересно. То есть здесь как будто бы вот начинают собираться, вот все раскидано, вот до этого как будто подсвечено было, да, подсвечены были вот
у каждого, да, для каждого есть определенная картина, которую он создал сам себе, людей, которых он там себе нарисовал, плюс к этому те энергии, которые в нем присутствуют, да. И вот до этого момента как будто бы был некий такой импульс для того, чтобы проявить, подсветить те пазлы, те фигурки, которые относятся именно к твоей игре, к твоей картине, к твоему пазлу. А ноябрь — это как будто бы эти пазлы, они начнут так съезжаться к этой картинке. Начнут съезжаться и собираться. Потому что здесь много людей. Здесь не только встретить там человека для любовных отношений, для раскрытия сердца. Здесь проявляются люди, которые помогут тебе проявиться как творческой личности, как реализовать, да, реализовать твой потенциал, либо начать реализовывать твой потенциал. Каким образом это будет происходить, эти люди, да, проявятся? Может быть, это будет там подсказка, может быть, это будет там какая-то идея, может быть, это действительно будет какая-то реальная помощь. То есть здесь у каждого свое, но это будет что-то фантастическое. И это будет настолько масштабно, насколько ты готов это принимать и видеть. Вот я как скажу. То есть, если ты зациклен на чем-то одном, то ты будешь получать минимальное. Если ты открыт и у тебя на все 360 градусов открытый горизонт, то соответствующе ты и будешь получать. Все зависит от каждого. То есть какой был запрос, какая картина мира тобой была создана, что ты там себе нарисовал, да, и насколько ты открыт и готов. Потому что вот эта главная линия, она показывает, что только через проработку внутреннюю человек, который не готов это все воспринимать, а не готов он воспринимать, потому что в нем слишком много вкраплений, искажающих, затемняющих, либо блокирующих свет, тяжело будет идти этот путь. Но это что-то фантастическое. Здесь действительно я вижу начало нового пути. И вот к этому как бы физически, это физически, то есть энергетически все подготовлено. Дело в тебе. Энергетически все подготовлено. Тот, кто подготовлен, тот, кто идет в этом потоке, то здесь выход на физический уровень как раз-таки вот этой как бы новой игры. То есть она уже загружена, и это начало действия, да, вот так. Что нам показывает на любовную сферу? Здесь все про одно и то же, то есть дополнение, дубляж и, в общем-то, все остальное. Что показывает? Вот это вот данность. Данность — это Верховная Жрица, пятерка огня. Я попросила дополняющую. Здесь у нас единица воды. О чем это говорит? О том, что ты себе не позволяешь любить. То есть ты придумываешь себе по пятерке огня некие сложности, потому что в твоей жизни есть некая тайна. И опять-таки неважно, здесь мужчина, женщина, да? У тебя есть некая тайна, которая живет в твоем сердце. Пускай даже это не конкретный человек, пускай у тебя есть как бы желание, запрос на то, что я хочу любить, я хочу жить в любви, я хочу быть рядом с достойным человеком, и я хочу равноценный какой-то обмен, да, а не так, что я
заполняю там бездонный колодец, все в одно рыло и ничего взамен не получаю. Может быть и так. Но по пятерке огня ты себе придумываешь всякие сложности, что мне там 35, 48, 50, жизнь закончена, все, на себе крест поставила, или там, а как же вот я уйду, у меня там дача, кляча, еще там что-то, еще там кто-то, да, а как это все будет делить? Да тебя не должно это волновать, ты должен раскрывать свое сердце, ты не пропускаешь вот эту вот единицу воды, то есть кубок, он как бы твою пробку там пробить не может и не будет пробивать, пока ты сам не раскроешь свое сердце и не признаешься в себе сам, да, что ты на самом деле хочешь, чего для тебя важно, в общем-то, в целом. Что с этим делать? Здесь у нас показывают тройка, восьмерка земли, звезда. И дополняющая попросила, здесь у нас выходит зеркало. То есть только ты сам можешь это перевернуть. Да? Только ты сам можешь позволить себе вот эту вот ту свою мечту, ту далекую, которую ты, в общем-то, себе загадал. По тройке земли это не придумывать себе, опять-таки, да, то есть здесь пятерка огня и тройка земли. Это практически одно и то же, просто как бы здесь немножко разные, да, там придумки от пятерки огня и тройки земли. То есть ты можешь там себе думать, что там, ой, да этот человек занят, да не может быть такого, чтобы он там был свободен, да, или еще что-то там, или там у него там муж, жена, дети, кляча, дача, или еще что-то. То есть вот этого себе не придумывай, потому что это выстраивание заборов. Дача, кляча, еще что-то там. Тебя не должно волновать вот что. Тебя не должно волновать, что с той стороны. Ты должен быть искренним и честным в себе самом, что я хочу так, я хочу быть с этим человеком, да, но здесь должен быть запрос не на тайные отношения. Я хочу сказать сразу, что никаких там треугольничков, четырехугольничков, это будет сразу как бы, во-первых, это будет явно, во-вторых, здесь будут вас лопатой бить по голове, а на честные, открытые, чистые взаимоотношения так и говори, я хочу, и ты как бы говоришь я хочу, признавая самому себе, да, открывая вот это через как бы свое сердце. Когда ты это признаешь, открываешь свое сердце, у тебя там вскипает как раз-таки вот эта пробка из страхов, сомнений, там, предрассудков, еще чего-то. И когда ты это просто переступаешь, ну вот мне все равно, да, а я хочу. Вот тогда оно рассасывается, оно просто тает. И сердце открывается. И тогда ты предоставляешь пространству создать для тебя те условия, для твоего открытого сердца, которое будет в состоянии принять вот этот вот кубок, да, воды, кубок чувств, пропускать их через себя. И пространство, оно будет соответствующее выстраивать для тебя события. Все дело в пробке и в твоей открытости и закрытости. Вот об этом говорят как бы дополняющая карта, что здесь как бы нужно перестать чем-то там закрываться, самообманом заниматься и все остальное. Что говорит нам здесь космос? Ну, космос и есть космос. Здесь, в общем-то, они дублируют вторую линию, которая говорит как раз-таки о том, что
начнется вот этот вот сбор как раз-таки схожих на тебя. То есть здесь начнут приходить новые люди. Новые люди, но это люди, которые тебе соответствуют, так скажу. Ну, вообще я скажу, что здесь давно утраченные люди, да, как бы это опять-таки твои единомышленники, которые сюда пришли с тобой, но вас по какой-то причине там раскидали. Что говорит нам совет? Совет нам как раз-таки тут и говорит здесь, в общем-то, о том, что нет никаких препятствий, кроме тебя самого. Тебе просто нужно преодолеть вот это вот болезненное состояние, проработать вот ту пробку, те фантазии, ограничения, которые ты сам себе придумал. И предоставить пространство, как бы для тебя выстроить, дать тебе то, что ты, в общем-то, хочешь. Вообще здесь мозг говорит о том, что нет никаких преград. И здесь вообще нет никаких преград. Здесь только мощный поток энергий, который способен выстроить вообще, ну, все абсолютно. Ну, вот так.